Всем привет, котята и странствующие коты! Вы на канале Алисия Игры и Реакции, и сегодня я хочу поговорить с вами о довольно-таки уже нашумевшем проекте под названием «Удивительный цифровой цирк». Пускай вы, скорее всего, уже все досконально знаете о нем, но я тоже не могу обойти его стороной и не поделиться своим мнением, ведь этот проект действительно меня впечатлил. Поэтому усаживайтесь поудобнее и давайте начинать. Об этом проекте мне рассказали друзья, и на удивление я довольно быстро решилась его посмотреть. Не зная ничего, кроме названия и имени главной героини, я залезла на YouTube и начала искать. И вот я нашла нужное видео. Началась заставка. И тут же я выключила. Спросите, почему? Вы видите перед собой эту заставку? На тот момент я подумала, что это качество видео настолько плохое, и я такая, не-не-не, я не буду в таком смотреть. Я открыла другое. На другом видео меня ожидало то же самое, и я смирилась с качеством картинки. Но тут оно резко преобразилось, и ко мне пришло осознание. Кстати, как раз таки из-за первой неудачной попытки я открыла другое видео, которое как раз таки был пилот именно в субтитрах. Так что не удивляйтесь, если моменты будут в субтитрах на оригинальном языке. С первых секунд нас приветствует заставка, с помощью которой нам представляют главных персонажей. И скажу сразу, во время просмотра я была настолько ею очарована, что мне хотелось разнести свой стол, ведь музыка действительно очень хороша. Вообще, если честно, даже не дойдя до самого сюжета, я переслушивала эту песню, потому что действительно классно. Это настолько весело, что даже иронично по отношению к самим персонажам. Особенно это чувствуется, прослушивая эндинг. Безумное отчаяние, которое охватывает всех, и безысходность, которая окутывает это место. Продолжая тему со звуком, я хочу поговорить об озвучке. Скорее всего, вы смотрели именно в русской, но я советую посмотреть и в оригинале. Вообще, я очень люблю оригинальную озвучку. Такой кайф слушать мягкие или, наоборот, резкие произношения слов. Это так завораживает. Вообще, мне очень хорошо запомнились эти моменты. Oh my god. Crazy! Oh, I get it! This is a dream! And I should just play along until I wake up, right? Why are you like this? What do you think of... What do you think of Pomni? You parasite! They broke my comedy mask. Мне довелось посмотреть и русскую озвучку, и я хочу похвалить наших переводчиков, ведь это правда очень достойная работа. Приятное исполнение заставки и озвучка персонажей сделали свое. Ребят, если вы смотрите это видео, вы большие молодцы. Зубастый джентльмен рассказывает нам о неком цирке, который интересен людям всех возрастов и зовет нас посмотреть. Мы видим заставку, через которую нас знакомят с основными персонажами. Гэнгл, Зубл, Королер, Рогата, Джекс и Кауфма, которые не появятся в сегодняшнем шоу. После того, как мы познакомились с ними, появляется наша главная героиня. Она очень напугана и не понимает, что происходит. Двери выхода ей не поддаются. И тут она по своей неосторожности врезается в толпу и останавливает процессию. Она рассказывает о загадочной гарнитуре, которую она надела, а затем попала в этот мир. Рогата пытается ее успокоить, но она не хочет ее слушать. Зубастик проводит ей экскурсию, дает новое имя, а затем затевает приключения, чтобы друзьям было не скучно. Зубл растаскивают на части, и трио авантюристов входит на поиски клоуна Кауфма, которого давненько не видели. При этом они оставили поиски Зубл на Гангла и Королера. Теперь нашей девчонке с новым именем Помни, ведь старое свое она не помнит, придется привыкнуть к жизни здесь и к новому телу. Придя на место, Джекс, Рогата и Помни находят Кауфма, который рассеялся. Проще говоря, в этом мире это означает обезумел и стал монстром. Приколист благополучно сбегает, оставляя Рогату и Помни наедине с чудовищем.
И позже он присоединяется к Королеру и Гангл, которые уже нашли Зубл в пасти королевы. Рассеявшийся Кауфман нападает на Рогату, сделав ее очень глючной. Помни, приходится оставить подругу одну, ведь она пока ничем не может помочь. Отвлекая монстра и ища Кейна, который благополучно сидит в ресторане, она натыкается на выход и решает вновь попытать удачу. Спустя некоторое время безумных путешествий по коридорам, она попадает в комнату с компьютером и, увидев его, впадает в безумие. Потом, попытавшись вернуться, оказывается в пустоте, но глазастик спас ее и исцелил Рогату. Потом пир на весь мир и отчаянное выражение лица Помни. Вообще, меня сразу же заинтересовал Кейн, но в то же время у меня была к нему ярая неприязнь. Потом стало как-то все равно, и я стала смотреть заставку. Мое внимание привлекли все: Гангл, Зубл, Королер, Рогата. О да, это была любовь с первого взгляда. Джекс и Кауфма. Возвращаясь к их внешнему виду, как я уже и говорила, по нему можно понять характеры персонажей. Гангл. Хрупкое. На тот момент я считала ее бесполой. Это, насколько бы это ни было глупо. Опять же, вспоминая ситуации, в которых я повела себя глупо в сегодняшнем видео, да. Хрупкая, милая, тихая и застенчивая. Вообще, это можно заметить еще по маске и соответствующим жестам. Маска пытается скрыть стеснение и неловкость, в то время как жесты выдают все подчистую. Зубл. Как бы описать? Довольно раздражительная особа. Такая как бы слегка высокомерная, что ли. Ну, блин, так сложно. Знаете, когда я ее увидела, у меня просто перед глазами появилась Рарити. Я хотела приберечься для ассоциации, ну и ладно. Королер. Чудаковатый мужик со своими странностями. Ну знаете, которого добавляют для комедии обычно. Рогата. Очень милая, добрая и открытая. Ну, по крайней мере, старается быть такой, чтобы не сойти с ума. Но знаете, есть такие люди, с которыми комфортно находиться, которые поддержат трудную минуту, обнимут, чем-то угостят. Мне кажется, это бы ей подошло. Джекс. Просто такой говнюк, приколист со своим чувством юмора, не совсем понятным. Тот человек, который шутит над другими, но не любит, когда шутят над ним. Ну, видите его лицо? На нем все написано. Ну, а Кауфма... У него прикольная картонка, кстати. Еще Бабл! Как я забыла упомянуть. Это вообще самый лучший персонаж, вообще мой самый любимый. О-хо! Ладно, вообще я их всех люблю одинаково, они все классные, честно. Вот на данный момент у меня вообще нет никому ярой неприязни, типа они всех люблю. У них вообще взаимодействие очень классное, интересное, вообще круто. Просто милый пузыречек, довольно забавный. Ну знаете, тот самый добрый помощник злодея. И тут наконец-то появляется наша главная героиня. Отчаянная девушка, которая пытается искать выход даже из тяжелых ситуаций. Но мне кажется, она будет стараться помогать своим друзьям, с которыми она вот находится, и постарается, чтобы никто не рассеялся. Но это как я ее вижу. Ну, думаю, карты нам еще раскроют. Она как младшая сестричка Рогаты. Ну, ведь по большей части только Рогата старалась успокоить ее. Так, сначала давайте договоримся, что никто не хочет никого задеть или обидеть. Ведь концепцию шоу можно сравнивать с сюжетами и других фандомов, и это абсолютно нормально. Ведь беря уже то, что было использовано ранее, авторы в любом случае создают что-то новое, не так ли? Ну, думаю, суть вы уловили. Ладненько, продолжим говорить о персонажах. Кейн. У меня возникла ассоциация с Джоу и Дрю. Видимо, это потому, что образ мужчины на веселе, который зовет зрителей посетить веселые миры развлечений, закрепился у меня как что-то враждебное. Ох уж это Джоуи. Кейн и вправду не чистейший персонаж, но в его мире это вполне нормально. Да ведь даже официально было подтверждено, что он не злодей. Так, Джекс. Я не знаю, кого он мне напоминает, но это образ молодого парня, который не дает покоя другим и сам живет азартом и экстримом. Такой раздражающий приколист. Хотя без него было бы довольно скучно. Зубл. Ну, как я уже и сравнивала ранее, что-то между Рарити и, добавлю от себя, Вертой. Гэнгл. Наконец-то я произнесла Гэнгл, да? Вы рады? Вы рады? Это просто, блин, я не знаю, как объяснить. Короче, неважно, короче. Гэнгл. Какая-нибудь Флаттершай или, если вам так угодно, Пьеро.
Хотя она напоминает мне еще и Микан Цумики. Королер. Ну, как по мне, он похож на отца звездочки Баттерфляй, Ривера. Как раз таки они оба короли. Прикольно, прикольно. Рогата. Вообще, она напоминает мне образ старшей сестры и вообще комфортного человечка. Такая булочка с корицей. А помни, она мне кого-то очень сильно напоминает, но я не могу вспомнить. Я уже видела персонажа с подобным характером, но на ум ничего не приходит. Додумайте сами. Единственное, что я могу вам предложить, это вот эти картинки. Это ассоциации, которые возникли именно при просмотре. Ну, перед просмотром самого пилота мне попалось пару видео на превью, в которых были фразы по типу «О, это новое закулисье», «Цифровое закулисье». Ну и все в таком духе. Ну, тут нельзя не согласиться, ведь в обоих случаях есть схожести. Другая реальность, в которую попадают обычные люди, откуда нет выхода. Сущности и смутно знакомые локации. Ощущение дежавю. Особенно на этом моменте. С этими бесконечными дверьми. Но, в отличие от закулисья, здесь довольно оживленно, есть главный и еще внешность меняется. И про питание можно забыть. Но больше ассоциаций у меня возникли именно с Сома. Особенно на этом моменте. Я довольно мало играла в эту игру, но все-таки что поделать. Она и вправду вспомнилась мне. В обоих проектах разум человека погружает в виртуальный мир. Но только главный герой Сомы помнит свое имя. Его зовут Саймон. Этот парень пришел на цифровую томографию, насколько я помню, и в итоге сам не понял, где оказался. Преследуемый тварями и страшной местностью, он заперт в 4 стенах, и за ним еще кто-то наблюдает. Прямо как запомни. Еще возникли ассоциации с Бенди, но в основном только из-за Кейна и этой заезженной концепции, что обычные люди разных возрастов заперты в другом мире без возможности выбраться. И то, что должно было веселить людей, стало бесконечной пыткой, как те FNAF, Бенди, Poppy Playtime. Ну вы поняли. При этом с каждым днем люди все больше теряют свои воспоминания. Особенно четко это видно на именах. Схоже ведь, правда? Я не буду строить какие-то теории, ведь я не теоретик, да и к тому же опыта в этом у меня нет. Вообще, если вы хотите послушать именно теории, то много кто уже это сделал, так что можете поискать. Когда Помни в безумии бежит обратно, мы можем заметить инициалы C&A. Возможно, Кейн являлся одним из основателей этой компании. Но мне кажется, это маловероятно. Он просто ИИ, кстати, очень умный ИИ. Так что это почти невозможно. Наша главная героиня – молодая девушка, решившая поиграть в игру или, может быть, установить неполадки в ней. Но в обоих случаях что-то идет не так, и она забывает свое имя и способ выйти. Она может быть обычным игроком, родственником создателя, а может и одним из создателей. Вообще, мне кое-что пришло в голову. Это тоже такая догадка, просто внезапная. Но мне интересно поразмышлять. А вдруг Помни работала в полиции? Даже нет, в детективном агентстве. И решила расследовать исчезновение людей, попавших в цифровой цирк. А их было очень много. Мне кажется, это было бы довольно интересно. Как считаете? Подведем итоги. Удивительный цифровой цирк – это проект, который определенно достоин выйти в свет. У него интересная концепция, пускай и не новая, качественный визуал и увлекательные персонажи, между которыми происходит интересное взаимодействие. И сюжет. Нам пока мало рассказали, но будет интересно сравнить настоящий сюжет с фанатскими догадками. И еще раз, музыка вообще бомба, но я не могу, правда. Ладненько, спасибо, что досмотрели до конца. Люблю вас. Не надевайте подозрительные гарнитуры и будьте осторожны с зубастыми джентльменами. Удачного вам дня!